Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить, не побоюсь этого слова, будущую игру года, эксклюзив для Nintendo Switch, Легенда о Зельде, Слезное Королевство. Так, будем играть на оригинальной консоли, геймпад вот, поехали, новая игра. Да, перезаписать. Я тут ее включал, проверял, как работает. Nintendo представляет. Легенда о Зельде. Слезное Королевство. Кто-то топает. Ну, это прямое продолжение первой части Breath of the Wild. Миазмы стали ощутимее. Что за миазмы? Это подземелье гораздо глубже, чем я думала. Надо быть начеку. Зельда, принцесса Хайрула. Спасибо, хоть познакомили в этой части. Кто есть кто. Подземелье замка Хайрул. Мне вперед надо идти? Пошли. А чё не вдвоем? Очень многие заболевают после контакта с миазмами. Угу. К счастью, их тут мало, и мы в безопасности. Но непонятно, почему они появляются из-под замка Хайрул. Дальше может быть опасно. Но с тобой мне ничего не страшно, Линк. Конечно, у него Надо такой скорее большой понять, в чем дело. меч. Надо, говорит, понять, в чем дело. Ну, пошли понимать, в чем дело. Линк. Высший меч. Тут я так понял, что не все диалоги озвучены. Некоторые придется субтитры самостоятельно прочитывать. Высший меч светится. Ага. Изгоняющий зло меч реагирует на что-то. Как я и подозревала, здесь что-то есть. Эта часть замка была заброшена с тех самых пор, как было заточено бедствие, опустошившее Хайрул. Я и не представляла, что здесь скрыто что-то подобное. Линк, давай будем осторожны. Могли бы и полностью диалоги перевести. Озвучить, точнее. Так, удар мечом. Чик. А кого бить-то? Может, Зельду тут грохнуть? Как тебе такое? Есть, я не думала, что под замком Хайрул есть такое место. Посмотреть. Линк, смотри, что здесь. Ну, тоже эти миазмы, да? Это руины, оставленные древними. А это что? Похоже на слова. Неужели это тоже следы цивилизации Зонай? Вообще без понятия. Ну, не знаю, это прям миазмами не назвать. Какие-то просто... Дымка какая-то, пар идет, что ли, я не знаю, черного цвета. Вот все это место. Это резьба. Как я и думала, здесь все указывает на цивилизацию Зонай. О, у него фотоаппарат есть, точнее смартфон.
Она существовала давным-давно, в эпоху легенд. Говорят, что они обладали божественной силой, а их чудесные небесные города процветали. О них упоминается во многих книгах по истории, но нигде нет конкретной информации. Занай — загадка. Сейчас разгадаем. Давай, кого мечом тут бить? Что это там? Древние статуи? Она что-то только ходит за мной? Здорово, Макс. Интересно, статуи вояли с настоящего Занай? Какие же у них длинные уши. Они не очень похожи на нас, правда? Не знаю, какие-то полугрифы, полуптицы какие-то, ладно? А все-таки, как руины небесной цивилизации оказались погребены глубоко в подземельях замка? Кажется, там дальше есть что-то есть. Идем, Линк. Но, мы сейчас с кем-то драться будем. Там кто-то есть. А, мыши. Ну, точно такие же мыши были у нас и в первой части. Нет, не эмулятор. Этот Как? Switch, OLED, Линк. всех дел. Говорят, эмулятор подглючивает. Там что-то у него нестабильно FPS идут. Эти фрески. Фрески. Немного даже на пазл похоже, ну, как квадратиками такими. В древних книгах по истории королевства говорится о великой войне против короля демонов, случившейся когда-то давным-давно. Быть может, эти фрески о ней? А может быть, это про Ганона, которого мы грохнули? Да не. Это похоже на статуи, которые мы видели. Занаи. А вот тут хайлийцы, как мы с тобой. Если верить этому, то получается, Занаи спустились к нам с небес. Там может быть сам эмулятор еще, видишь, ее плоховато воспроизводит. Не знаю. Говорили так, я не стал уже. Говорят, Если есть оригинальная предки, консоль, которые что париться. основали королевский дом Хайрула, произошли от богов, пришедших с неба. Аккаунт я за 1000 взял. Если Там верить обе фрескам, Зельды и еще что-то. этими пришедшими с неба божествами были Занаи. Угу. Они заключили союз с теми, кто жил на поверхности, и вместе с ними основали Хайрул. Но появился злодей и отнял у королевства великую силу. Да, это соответствует тому, что описано в книгах. Итак, был рожден король демонов. И состоялась битва, чтобы победить его. Если здесь изображен король демонов, то это значит... Ну давай, не томи, что это значит? Невероятно. Это действительно Великая война из древних книг. Здесь изображена вся война заточения. Линк, это же великое открытие! Истеричка. Пура сделала его для меня. Сейчас он очень кстати. Это фотоаппарат или Его можно смартфон? снимать такие вещи. Ну вот, остальные фрески завалило. Что же это за место? Линк, как обычно, молчалив. Думаю, ответ мы еще узнаем. Идем дальше, Линк. Ага, давай, идем. Не, ну в первой части он же с планшетом бегал, а-ля планшет на Nintendo Wii U.
Интересно, на сколько часов эта часть? Если первая была где-то часов на 200, то тут, я думаю, они разошлись, наверное, все на 400. Ну, вообще, в принципе, смотря чем заниматься. Ну, подземелья будут также присутствовать, как и в первой. Вот только сколько их штук? Первой было, по-моему, 205, что ли? Или 170, что-то такое. А не в 3. Тут потому что карту можно еще, как бы ты в облаках находиться можешь. Под землей и на земле. Но все равно, ну, в общем, в 2 раза больше игра, походу. Невероятно. Давай посмотрим, Линк, но, наверное, лучше осторожно. Да давай. Угу, стартовая. Что это? Ну, посмотрим. Пока он только в сети выкладывает, как люди там всякие членолеты или делают. И так далее. Рука семейки Адамс отвалилась. И такое. Вот всякую гадость с пола подбирает, а. Я еще посмотрим, как с гироскопом целиться будет. Прикольно или нет. А то я первую часть почти без гироскопа проходил. Хотя там есть такие подземелья. Ну, наверное, и здесь будут. Которые прям без гироскопа не пройти. Хана мечу. Кстати, в первой части его довольно-таки сложно было достать. Я, по-моему, так и не прошел. Он сломался от одних моих миазм. Это чувак с обложки альбома Iron Maiden. И ты с мечом-сокрушителем зла, Линк. Рауру столько в тебя вложил. И все без толку. Я вообще не помню, кто такой Раура. Ты знаешь наши имена? Так полагаю, там мужчина покруче, чем Ганон, да, будет? Прям замок Дракулы. Кастельвании. Очень похож, кстати. Да, его надо было знать, как лупить, и этот, как его, ну, там боссы были посложнее, по-моему, чем Ганон. Лови матрешку свою. Зельдач покер. А рука-то у него обугленная. Хоп. Надо как Человек-паук было паутину выбрасывать. Угу. То есть он замок этот поднял от земли, оторвав, да? Куда-то вверх его тащит. Ну и чё?
Эта рука ко мне приросла, да? Неро, Devil May Cry. Зеленого многовато, у меня лицо бликует. У Нера же подобная фишка, правда, была с рукой. Ну, демоническая. Коготочки он какие. Козырные. Их можно красить. Девочки, Вижу, записываемся ты на ноготочки. Линк. Опять я голый. Начинаю. Ну, по классике. Зельда много о тебе рассказывала. Раны твои были очень серьезны. И я рад, что ты смог восстановиться. Ты потерял руку, и чтобы спасти тебя, я заменил ее этим. Этим. Почему именно этим? Мог бы назвать ее тоже рукой. Он же ему не какой-нибудь там плазмомет ставил. Хотя не исключено. У него трусишки симпатичные. Правда, на них шнуровка. Когда станешь, можно обоссаться, по-моему. Че там? Что-то было. Нет? Карабкаться. Нет, подожди, мы никуда не полезем. Надо меч выковырять. Вон он торчит. Ту-ту-ту. Да там от меча-то уже ничего не осталось, ну точно. Мыши погрызли. Микки Маусы. Поврежденный высший меч. Легендарный меч Сокрушитель зла. Его лезвие, обладающее священной силой, было повреждено миазмами в подземельях замка Хайрул. Окей. А куда он его прилепил? На спину? У него магнитная спина? Применение оружия, атака, выбранное оружием. А, ну понятно. Эть. Давай перерубим. Все равно они, кстати, Nintendo не отказалась от той механики, что у тебя может ломаться оружие. Как это доставало, конечно, в прошлой части. От слова совсем. А нырять он может? Кстати, нырять он тоже пока не научился, походу. Мне кажется, оружие будет тоже быстро ломаться. Давай клешню свою. Лапы и хвост, вот мои документы. В Devil May Cry на таких штуках можно было прыгать. Это какая-то головоломка, что ли? Нет? Что это такое? Кружок какой-то синий светится. А с целью чего? Слушай, а может быть туда можно запрыгнуть? Так, на X прыжок. Ну, давай попробуем. Да, ну он не залезает, походу. Сейчас еще раз попробую, если нет, так нет. Значит, мне вообще не сюда. Но есть потенциал, кстати, вот сюда забраться. И там что-то посмотреть. Но может быть тут какая-то способность нужна. Ну-ка, а вот так вот он. У нас же Линк по всем плоскостям может ползать. Так, на X, ну карабкаться. Тихо. Да мужик. Ну, вот здесь вот он забирается автоматически. О. Слушай, сейчас попробуем, правда, сюда забраться.
У него же дури должно хватить, правильно? Не знаю, не лезет он что-то. Видимо, что-то случилось. Допрыгнуть он не допрыгнет. И по отвесной стене мне наверх не забраться. Не хочет он вообще. Ладно, пошли просто вперед. По идее, все, что нужно, дадут по игре. И не с первых секунд. Прыгнуть. Как он профессионально начал в воду запрыгивать. По-моему, в первой части такого не было. Че, еще прыгнул? Но мы довольно-таки далеко, значит. Ну, в смысле, высоко. Чик. О, сундук я вижу. Вы не получите урон даже при падении в воду с большой высоты. Так же, да, прыгал? Да, я прошлым летом проходил, не особо хорошо помню, как он там некоторые вещи вытворял. Что дали? Старые сандали. Халигали, сапали сандали. Простая классическая обувь в комплекте с набедренной повязкой. Сандали весьма поношенные, не слишком красивые, но целые. Завязывать шнурки очень долго. Его только это беспокоит? То, что у него вместо ширинки шнуровка, это нет? Ничего? Короче, все, уходим. Тут можно ползать, конечно, но мне кажется, тут ничего нет. Да даже если есть, ну кто тебе будет в стартовой локации какой-то топ-контент располагать, правильно? Белка-летяга. А что, можно прям между парящими островами, да, будет перепрыгивать? Вот, кстати, мы, помню, бодались с подобными драконами, которые летали. Даже, по-моему, пару раз. Ой, жарко мне. Ускориться. Ну давай. Теперь я жаба. Ва. Ладно, поплыли вот сюда прямой. Рывок. Ну, блин, рывок, как обычно, много энергии отнимает. Великий остров. О. Веточку-то надо, наверное, подобрать, да? Ветка обычная, хорошо лежит в руке и вполне подходит для самообороны, если под рукой нет ничего получше. Угу. Разницы никакой, в принципе, что я мечом буду махать, что веткой. Яблок не растет. Линк, наверное, долго дрых. И уже проголодался. Надо, наверное, потом туда будет спуститься как-нибудь. Ой, еще ветка. Еще интересно, кстати, как они сделали вообще, в принципе, подземелья. Ну, также эти, как его... не подземелья, как они там... Святилища, о.
Так, энергозонар. Загадочный элемент, источник энергии для големов и некоторых предметов. Судя по яркому свету, обладает высокой мощностью. Так, а мне еще что-то дали. Что это такое? Такой рог, похож на меч, есть на голове у всех големов солдат. Он очень острый, и по неосторожности им легко порезаться. А мы можем это скрафтить? И чё? Нет. Вот с палкой. Хм. Ну, толку. Нет. Надо еще какие-то, наверное, ингредиенты. Это расходник определенный. Это расходник, но не факт, что из него вообще можно что-то сделать. В смысле... Терял мысль. Короче, это расходник, из которого можно что-то сделать, но явно не основной ингредиент. Яблоко. Так, давай-ка мы еще залезем. Яблок наберем. Чик. Чик. А вон там еще одно. Яблоко дело хорошее. Если этот костер найти, то можно их запечь. Много времени, кстати, на готовку еды в первой части уходило. Но если у тебя много ингредиентов, просто бегаешь, собираешь подножный корм, как бы из этих ингредиентов делаешь разные блюда. Если их сразу много сделать, то прикольно получается, и они там с разными бафами и так далее. Палка. Угу. Палка из обычной ветки дерева. Сучки обломаны, чтобы проще было держать. Неплохо сбалансировано, в случае чего можно использовать в качестве оружия. Так, ну это дело, кстати, получше. Вот это давай мы бросим. Оденем вот это. Какой-то алтарь тоже странный. Может, наверх туда подняться? Хотя смысл. О, грибы. Вот они точно нужны. Небовичок. Съедобный гриб часто встречается под деревьями на Великом острове. Съешьте, чтобы остановить сердца. Собираем грибы. Сейчас пока все полезно будет. О, там этот, там, по-моему, уже температура падает. Там уж прям зима, походу. О, еще гриб. Давай, наверное, попробуем все-таки залезть. А вдруг поможет. Вдруг там что-нибудь интересное есть. Ну-ка. Оп, оп. Ай-яй-яй, держись, ушастый. Так. Озерцо и речка. Ну, я не знаю, тут вряд ли можно будет А, так я в него приземлился. Не вижу смысла тогда туда идти. Бинокль бы какой-нибудь. Ладно, просто пошли вперед. Палка. Давай возьмем. Если эти палки будут ну, их будет много, но они будут ломаться вообще на раз-два. Чем бы заточить эти палки, чтобы вот такая же получилась, которая у меня за спиной. Так, это враг? Мужик, ты кто? Ты живой? Посмотреть, подожди. Подожди, не торопимся. Тут вообще в целом игра не про торопимся, а тут игра про исследование.
Чем внимательнее ты к деталям, тем лучше для тебя. Давай посмотрим, что это такое. Ты чьих? Это агрессивное существо или нет? Это голем какой-то. Здрасте. Я ждал вас, господин Линк. Голем дворецкий. Принцесса Зельда кое-что для вас оставила. О, я же говорю, планшет выдадут сейчас. Мне велели сообщить, что это ценное устройство будет вашим путеводителем. Это пураншет. Nintendo Switch. Выдали мне. Любимый аксессуар принцессы Зельды. Имеет много полезных в путешествии функций. Планшет используйте. Хорошо. Я передаю его вам, как приказала принцесса Зельда, господин Линк. Меня также просили сообщить вам, что принцесса Зельда будет вас ждать в отмеченном на карте планшета месте. Она же упала. И, по-моему, безвозвратно. Веренное мне послание передано. А где я? Это сад времени. А, это храм времени. В далеком прошлом здесь проводились обряды и церемонии королевства. Сейчас, как видите, это покинутое место, куда давно никто не ходит. Найди Зельду. От времени. Угу. До свидания. Так, давай планшет попробуем открыть. Что он показывает? Я каждый раз буду, да, эту анимацию видеть. Угу. Я вон тут нахожусь. Снова картинки, да, собирать. Окей, 7 градусов, кстати, у нас тут. Ладно, пошли туда куда-то. Ишь ты. Мост собрался. Так, вот я еще вижу то, что тут яблоко одно валяется, и второе... А, вон тут куча яблок. Давай, пожалуй, мы пособираем их. Они лишними не будут, это точно. В первой части у меня всегда было с собой много яблок про запас, и... вообще ни разу не пожалел. Так, тут надо прыгнуть. А не убьется? Оп, собрал. Давай еще палку возьмем. Бросок оружия. Ну, понятно. Ну, сейчас так-то не особо есть желание оружием последним разбрасываться. Что это такое? А вот это можно бросить. О, там яблоко. Тоже берем. Можешь все горшки разбить. Мужик, ты не против? Я тут у тебя бой посуды устрою. Я, говорит, буду защищаться.
Так, он перекидывает через окошко. Давай вот как-то вот так повернемся. Все, яблоко и палка еще. Так, что, мы будем разговаривать? О, вы здесь первый раз? Этот предмет у вас. Это оружие, чтобы вас не застали врасплох големы-солдаты? Големы-солдаты отвечают за охрану этих земель. От наших создателей Занаи они получили строгий приказ устранять всякого, кто пришел без разрешения. Вас они воспримут как угрозу. Боюсь, у вас не будет другого выхода, кроме как дать им решительный отпор. У меня есть для вас совет. Не знаю, пригодится ли он вам. В бою важно держаться на расстоянии и нацеливаться на противника. Не машите оружием во все стороны. Если вы хотите потренировать нацеливание, можете попрактиковаться на мне. Но только не нападайте на меня, пожалуйста. То есть он готов принять удар на себя, да? Давай палкой ему треснем. Ну, хочешь стиками, короче, целься, хочешь гироскопом. То есть вот ты крутишь тудым-сюдым, вот тебе и все есть. Ладно, я понял. Палку берем. Да, пока палку. А как вниз спуститься? Вот он мне говорит то, что надо туда. Ничего, падать, что ли? И мне ничего за это нету. Прикольно. То есть можно, короче говоря, прыгать в любую... ну, с любой высоты, главное в воду. Ну, пойдем голубей побьем. Цыпа, цыпа, цыпа. Пригнувшись, вы медленнее передвигаетесь, зато вас гораздо сложнее заметить. Да, ну птицы все видят. Не так-то уж сложно меня заметить. Может, в кустах надо прятаться, я точно не знаю. Так, давай мы в этого пеликана кинем чем-нибудь. Ну-ка, сидя. Сопляк, даже кинуть нормально палку не может. Простите за каламбур. Угу. Вот он, бинокль. Как быстрее бежать? Рывок там, да? Что-то такое. Вот он. Не знаю, следите за запасом сил, устанете, ну понятно, ничего не сможешь сделать. Ну, в принципе, будут наверняка такие продукты, которые определенно будут помогать. Что это такое? Опал. Красивый минерал, сложной игрой цветов напоминает морские ракушки. Многие верят, что в нем скрыта сила воды. Но вот такие камни нужны были точно. Их потом продаешь же. Там потом такие цены просто за... за костюмы ломили, я помню. А без этих костюмов никак. Обычная стрела. Древко сделана из довольно крепкого дерева. Стрела это хорошо. Энергозонар. А что, пнуть-то можно как-нибудь? Как дам тебе палкой. Подожди. А может быть мечом его расколотить? Как там? Выбрать предмет. Во. Не тот.
Главное, и это тоже энергозонар, но тем не менее мне его никак не разбить. Вообще никак. Не взять ничего. Слушай, ну тут прям в горшках есть полезные предметы. В первой части я много денег, помню, тратил на стрелы. Огненные, там разные взрыватели, ну, со взрывом. Типа гранаты. Прям много денег уходило. Хотя, может быть, их крафтить можно было, ну да ладно. О, опять эта штука. Подожди, это корок, что ли? Да, в принципе, и в первой части я очень часто стрелами пользовался, особенно взрывными. Подожди. Да, это корок стопудово. Сейчас мы его бахнем чем-нибудь. Тихо, это лошадь звать. О. Ну-ка, давай-ка мы палкой мне. Иди сюда. Подожди, а может быть надо... Сейчас мы его на землю отгоним. Попробуем. Да не. О, поймал я его. За ним надо было просто побегать. Ура, ты меня нашел. Вот так сюрприз. Ты не Эсту. Значит, ты меня видишь, да? Я Корок, лесной дух. Кстати, если встретишь Эсту, отдай ему вот это. Корокское семечко. Мои друзья прячутся повсюду. Увидишь какое-нибудь подозрительное место, хорошенько его осмотри. Я знаю, то, что сейчас с новыми механиками постройки кораблей сейчас над короками издеваются. Что-то там с ними делают, то ли бьют их, то ли что-то такое. Но вот такие семечки нужны будут определенно. О, перец есть. Если есть перец, значит можем его нажраться и потом пойти в зимний биом. Но мы его того самого еще, наверное, с чем-нибудь скрафтим, чтобы на дольше хватило. Потому что зимние шмотки, мне кажется, далеко не скоро будут. Их еще заслужить надо. Все, яблок больше нет. Так, это что, казан? На нем готовить можно? Блядь, что-то так светло. Ничего не вижу. О, сейчас драка будет. Палку бери. Ну, оружие, конечно. Тут его, скорее всего, в 2 раза больше будет, а ломаться оно будет в 2 раза быстрее просто. Вот и все. Так, у нас этот мужчина оставил пожар. Давай-ка мы эту горящую палку уберем, поставим вот эту. Хотя, она будет гореть? Нет, все, она потухла. Но ее можно зажечь. Что это? Палка. Да убираю. Да, казан, на нем готовить можно. Так, давай попробуем. Яблоки есть, грибы. Сразу же. Тихо, оно запекается. Берем, взять в руки вот это, вот это. Может, перец тоже попробовать. Приготовить. Да, это можно готовить все вместе. Острый фрукт микс. Защита от холода на 3 минуты 30 секунд. Кисло-сладкое блюдо из сочных фруктов, тушеных на медленном огне. Повышает устойчивость к холоду.
Давай еще делаем. Подожди, стой. Выбрать блюдо там было. Взять нужное сразу же можно одной кнопкой. Чик. Жалко, прям с менюхи готовить нельзя. Блин, ну это надолго реально. Я ищу кнопку, которая побыстрее это может как-то сделает. Ну, походу, нет. Что за особые действия? Понятно. Короче, надолго. Давай, наверное, вот это последнее сейчас еще приготовлю и все, больше не это. Не буду пока, потому что не факт то, что мне надо прям в зимний биом. А у меня и перца, кстати, больше нету. Просто грибы с фруктами. Все, больше тогда. А вот еще перец, но я его давай оставлю его. Больше не буду я его тратить. А то как-то помню было дело, что пришлось аж в другой биом переноситься, чтобы ну, далеко бежать, чтобы перец надыбать. Он как бы тоже же не везде еще растет. А его бывает очень надо по квесту. Жалко лука нет. Сейчас бы вот этого динозавра бы как грохнул. Его ж палка не убьет определенно. Вообще надо посмотреть еще, из чего лук делается. Либо его он так добывается. Не знаю. По грибы пошел, по ягоды. Отрок окаянный. Так это как вот что? Дальше бегать. Там кто-то сидит. Я думаю, дальше бегать или прям по квесту топать. Что за капуста растет? Ага. Ну-ка. А этот камень можно поднять? Да, можно. Все, у Линка кишка выпадет просто. Но под такими подозрительными камнями могут быть просто короки еще. Правда, не в этой локации, но в целом могут быть. Может, он туда сбегать? Хотя там кроме воды, наверное, ничего нету. Опа, иди-ка сюда, молодой чемодан. На четверть сердца, короче говоря, один пропущенный удар. Опа, палочка. Если побольше таких врагов найти, то можно все палки заменить на, ну, обычные, на вот такие, которые побольше урона наносят. О, этого длинная. Иди-ка сюда. Давай, 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 давай. Только вот желательно не все вместе.
Эй, тихо, мужик. Давай, добиваем его. Ай, валим, валим, валим. Отмена операции. Что, давай грибы съедать, да? Ой, яблоки точнее. А гриб один сколько? Четверть дает только. Ну, грибы как присадка к основному блюду хорошо подойдут. Все. Яна, черепашка на ниндзяна. Донателло. Я возьму на палку на. Так, давай что-нибудь сожрем опять. А из этого меню я что, не могу его съесть? Выбор, ну. Смысл тогда от этой менюхи? Сортировать. Допустим. Короче, все равно ты будешь предметы поедать только с основного меню. Как ты бы ни старался. Ладно. Короче говоря, хорошие палки получили. Заменил я их на грибы. Ой, точнее. Плохие палки поменял на хорошие. Вот это тоже штучка пригодится. Правда, маленько пришлось поесть яблок. Ничего страшного, я думаю. Потом мы их вдоволь насобираем. Ну-ка, как работает? Ну, в принципе, длинное оружие и в первой части тоже хорошо лупило. Оно быстрое и на расстоянии бьет. Правда, единственное, в чем минус, разломается быстро. Ну-ка, я смогу дотянуться? Нужно прыгнуть одновременно и собрать. Раз, два. Можно палкой по дереву треснуть, кстати? Нет. Я так скорее палку сломаю. Ну-ка, если палка треснуть по яблоку. Оп. Постоянно. Я вообще не удивлен, что вторая часть Tears of the Kingdom будет так же, как и Breath of the Wild, претендовать на лучшую игру года. Потому что эти игры, что первая, что вторая часть, они же были не про графику, они были про геймплей. Сюжетно, конечно, ругали их немножко. Потому что, ну, в какой части Линк не спасает Зельду? Ну вот геймплей, конечно. Тут есть чем заняться. Особенно физика. Физика объектов. И вообще я думаю, что третья часть это чисто вопрос времени. Так, на меня этот пингвин хотел напасть. Ну-ка, вот так, палочкой. Оп. Что-то мне нравится этот момент. А вот это что такое? Это камни? Я думал, это какие-то маленькие свиньи. Да, надеюсь, никого не придавил. Может попробовать, правда, догнать этого пеликана? Да ну, не-не-не. Это старался бы, слишком быстро бегает.
Что это слаботы? Ну-ка, если я вот оттолкнусь. Нет. Кувшинка, наверное, приросла. Пойдем к слаботу, который кашу варит. По какой-то палке вот этой можно будет проехаться. И оказаться вон там. А зачем? Давай мы к этому, к дворецкому вниз спустимся, он где-то тут. Как ты слабот кашу варил. Вон он. Он, скорее всего, сейчас будет затирать то, что готовьте, готовьте, и еще раз готовьте. Ну да, не зря тут еды много. Ладно, давай яблоки соберем. Чик. Вон там третий еще. Ну, по классике. А другой палковый я не достал, по-любому. Жареный небовичок. Ну да. Ой, а у меня так хорошо получилось его обжарить. Ладно, забирайте. О, приглядевшись к вам, я понял, что еще ни разу вас не видел. Прошу прощения. Одна из задач големов — объяснять что-то новое таким, как вы. Если у вас есть вопросы, будьте уверены, что мы на них ответим. Итак, до этого вы спрашивали про обжарку продуктов. Чтобы обжарить продукты, возьмите их в руки, затем положите возле костра. Сам я, конечно, не ем, поэтому о вкусе ничего сказать не могу. Наши создатели говорили, что при обжарке продукты становятся питательнее. Если у вас есть подходящие продукты, почему бы вам не попробовать обжарить их на этом костре? Да можно, в принципе, вот яблоки запечь. Можно. Грибы особо меня не интересуют. Я их скорее как присадку буду действительно использовать. А вот яблоков давай на это напечем. Ибо их тут много. Главное момент не просрать, чтобы они не сгорели. Печеное яблоко. Ну вот уже на четвертушечку побольше. Удовольствие доставляет. Так, одно еще не приготовилось. Давай тогда наберем еще. У Линки руки маловаты. Было бы забавно, чтобы он сразу же там, не знаю, там 20 яблок с собой брал. Интересно, их можно сжечь вообще? По-моему, нельзя. Не было в первой части такого. А нет, они сгорают. Да, момент потерян. Одно укатилось. Так, ну давай 3 штучки мы оставим, да? 3 штучки будут сырыми. Ничего страшного, никто не обдрищится. Сейчас мы с этим уродцем-то поговорим. Пойдем еще что-нибудь посмотрим. Говорю, был бы лук, можно было бы тогда и на птиц поохотиться. Может быть, даже лягушек каких пострелять. Ну ничего, потом мы мясом, естественно, обзаведемся. Мясо, как обычно, в этой игре топчик. Помню, моллюски в первой части позволяли долго плавать. Что-то там какой-то баф вот такой с приготовленных моллюсков был. Так, он туда явно мне будет не забраться. Не знаю, сразу в храм топать или же попробовать по той палке прокатиться.
Да, блюдо с перцем для согрева. И там потом еще помню, какие-то цветочки, что ли, были, какие-то морозные, помню, бегал их, собирал по всей округе там, чтобы наоборот в этом жарком биоме, там какой-то биом был под этим вулканом, ну и босс там был и все такое. Вот, и мне нужны были эти морозные цветки, чтобы Линк не загнулся от жары. Давай попробуем, подойдем. Мне все-таки интересно, что это такое. Что за зиплайн тут растянутый. К тому же вон там дружок ходит. Давай палку, пожалуй, я оставлю. Будем драться пока обычными. Ну, которые вот дают. С 4 уронами. Вот. Стрелы. А сейчас мы у него лук и нагреем. Опа, Степа. Это я удачно подошел. Можно, конечно, его забайтить на атаку, чтобы он мне еще больше стрел подкинул. Эй, мистер, ну-ка давай. Прям в очко мне стрелой пульнул. Оп. Иди сюда. Я так и делал, кстати, в первой части. На атаку их провоцируешь, стрелы бесплатные. Правда, они тоже в тебя метко стреляют. А чё, нету стрел? Так, ну она где-то здесь. Она походу в камень врезается и все, и барсик. Так, пускай тогда в дерево стреляет. Ну-ка, стреляй в дерево. Он не ломается, походу. Да ладно, чё, пофиксили что ли эту тему? Я помню точно то, что я так стрелы собирал. Вот одна есть. Еще. Да, не ломается. Печально. Оп. Ну сейчас он точно в дерево стрельнул, а она сломалась. Да, гадалки не ходи. Он лупит в дерево и стрелом немножко хана. Умри же тогда, презренный. Так. Какой бы его палкой отмудохать? Красивее какой-нибудь надо, да, взять? Давайте. Стрела еще 5 штук. Вот он. Нужный мне старый деревянный лук. Ага. Ну, не знаю. Непривычно, конечно, гироскопом целиться. Но им, наверное, чуть быстрее можно будет до цели доводить. Короче говоря, эта механика имеет место быть, конечно. Вот печально, что с быстрого меню нельзя жрать яблоки, ну и так далее. Кстати, как вариант. А что если съесть, смотреть рецепт? Я просто думал, если что, добавить на быстрый слот все это дело. Ну, видимо, там быстрый слот для чего-то другого. Пока не знаю для чего. Так. Я уже куда-то стрелу всучил. О, еще 2. Ну, 20-очку-то я набрал, наверное. Ну-ка, дружок. Вот так вот. Прям в бубен.
Минус 2 стрелы. Гироскопом целиться можно, но не знаю, тут надо всему крутиться, короче. Я как-то пока к этому не очень-то привык, обычно руки в одном положении. Скорее всего, на правую, ну, на левую стрелку будет выбор лука. Или нет? Ага. Значит, налево будет что-то другое. Наверное, способности. Ну, тут, в принципе, все. Сейчас давай, в общем, я бегу вот это здание. О, там грибы есть. Чуть туда можно подняться. Я думаю, на основной квест всегда успеем. Вот такие грибочки придется иногда пособирать, по-любому будет. Я уже не помню, по-моему, добавляют скорости ползания по этим, как он, прытковик, да. Где угодно можно найти, но чаще всего он растет на сводах пещер и голых скалах. Блюда из него на время повышают скорость. Да-да. Ну, короче говоря, в принципе, пока то, что были ингредиенты, прытковик, грибы, это все было и в первой части. Nintendo, как говорится, себе особо не изменяет. Угу. Что это такое? Трубы какие-то. Ну и чего? Давай залезем. Можно просто аккуратно перебежать. Мне еще интересно, что вот тут находится. Давай посмотрим, что вот здесь находится, и потом можно дернуть уже в храм. Если, конечно, позволят туда зайти вообще. Ну, если только аккуратно. Я думал, он как-то руками там что-то схватится, как-то прокатится. Но пока... Это явно штука для перемещения, но... Каким образом? В этом Bioshock Infinity такие же были. Вот, наверное, подобный крюк надо. Он крюком соп за эту штуку и поехал. Скорее всего. Ладно, давай посмотрим, что тут наверху есть. И пощелкаем потихоньку храм. Мне интересно, почему, если вот так много механик в игре, почему они до сих пор не сделали такую тему, что Линк может нырять? Вот она что. А я думаю, что это за маленькая статуя, и почему с ней ничего нельзя сделать. В ней просто внутри что-то лежит. Там просто из-за кустов, по-моему, было не рассмотреть нормально. Да-да. Так, ну тут определенно мы ползем. Если я не ошибаюсь, в первой части, по-моему, у него гораздо дольше уходила, точнее, гораздо быстрее уходила энергия. Там он прям вообще по чуть-чуть мог ползать только. Ну, в самом начале, я имею в виду. И, кстати, еще ни одного святилища не было. В первой части вроде как только почти ты начинал играть. Ну вот, на ближайшей стартовой локации сразу же было святилище.
Так, как там у нас достается-то? Не то. Так, тоже не то. О. Угу. Я, по крайней мере, никаких святилищ тут не вижу вообще. Вот, возможно, что-то там есть. В зимнем биоме, я имею в виду. А так пока. Что-то не густо. Там нельзя ставить метки. Ай. Не та кнопка. Ну, тут точно нет никаких святилищ. Вот что интересно там за домик? Ну, мне по-любому туда не попасть. Он слишком высоко. Все, пошли в храм, короче. Йоу. Там, кстати, кто-то ходил. Как в храм добраться? А, вот здесь же ступеньки. Почему на маленьких только деревьях яблоки растут? Там, наверное, тоже по прямой по-любому что-то вкусное есть. Залезает хоть автоматически. Сообразительный. О, здравствуйте. О, у него щит есть. Сейчас мы у него щит заберем и меч. В очко ему прям. До свидания. Вот для этого стрелы и нужны. Старый деревянный щит. Старый потрепанный деревянный щит способен выдержать легкие удары, например, попадание стрел. Вот так. Вот, щиты на правую будет. Ага. И ржавый меч. То есть тебе, чтобы, короче говоря, поменять лук на меч, тебе надо нажать призыв лошади. Он и лошадь призывает, и оружие меняет одновременно. Зачем так? Могли бы комбинацию просто сделать, наверное, из кнопок. Не совсем помню, как управление было в оригинале. Ну, в смысле, в первой. Ту-ту-тун. У него рука неподходящая. Врата откроются лишь тому, кто владеет силой. Прости, я не хотел тебя напугать. Это я говорил с тобой. Ультра-рука принадлежала когда-то мне. Я Рауру. Рауру. Хозяин ультра руки.
Мне зачем там аниме-мультик какой-то напоминает. Извини за столь внезапное появление и мой внешний вид. Если вкратце, то у меня больше нет тела. Итак, ультрарука, конечно, могла бы открыть врата, но, по всей видимости, она лишилась своих сил. Их можно восстановить, если найти места, заполненные священным светом. Да, тебе стоит посетить святилище на этом острове. Я только оттуда. А вот они как выглядят, да? В них ты восстановишь силы руки. Ну, значит, первым делом как раз нужно назад возвращаться. Руку лечить. Закрытые врата. Основные задания. Новая цель. Передо мной появился Рауру, хозяин ультраруки. По его словам, чтобы пройти через врата, я должен восстановить силы ультраруки. В этом мне помогут святилища. Их можно определить по зеленому свету, спиралью, вьющемуся вверх. Только так это можно сделать. Вон там туда еще одну. Ну, святилище это основное, как бы. Пойдем посмотрим, что за будет. Пока еще не привык к кнопкам, какая за что отвечает. У Линка до сих пор одежды нет. В первой части, когда он только очухался, его сразу же одели. Хоть и в тряпки, но все равно хоть что-то. Тут он что-то до сих пор в трусишках бегает. Может, он это эксгибиционист? Юп, юп. Святилище Ука-Уха. Ука-Уха. Так, опять знакомый кружок, кстати. Как будто кто-то булки раздвигает. Очень похоже. Вошли. Прогрузка святилищ. Читайте советы, в них много полезной информации. Понятно. Уши, конечно, у него козырные. Ты добрался сюда? Это святилище света. Когда-то я наполнил его силой света, дабы заточить зло. Сила света пронизывает это святилище. Я уверен, что здесь ты восстановишь одну из утерянных функций ультраруки. Теперь потяни правую руку. Его, наверное, специально в одежду пока еще не одевали, чтобы он эпично с этой рукой смотрелся. Комбикинез. Функция, позволяющая передвигать объект на расстоянии. Схваченный объект можно также вращать и прикреплять его к другим объектам. Это одна из утраченных функций ультраруки. Она называется комбикинез.
ее помощью можно перемещать и соединять предметы. Ну, это типа телекинеза получается. А предметы... Ну ладно. Используя ее, ты сможешь создавать любые фигуры и конструкции. Примени комбикинез так, чтобы добраться до конца святилища, и он перейдет к тебе. Ну, давай. Комбикинез. Ну, кстати, вот такие эти вещи мы уже таскали в первой части. Как отпустить? Понятно. Ну, пока я не думаю, что надо прям какие-то две платформы соединить. Что за звуки? Давай. Так, а теперь оно не... Вот теперь надо его как-то совмещать. О, прикрепить можно. Чик. Ёпта, меня чуть не задавил. Нихера его на точечную сварку посадил, что ли? Ну ладно. Такое себе. Отсоединить, вперед-назад. Подожди. Давай мы это дело отсоединим. Да, достаточно пошевелить. Надо поровнее как-то положить, посмотреть, как она лепится вообще. По-хорошему-то. Ну да, это все как-то на сварку очень похоже. Отменить. А чё оно не падает? Может пнуть его как-то? Ну-ка с разгону. Но палки и удара недостаточно. Как мне его положить плашмя тоже? Эй. Я его спаял с этим. Ну такое, да. Хороший клей. Вот что, нереально просто вот взять его и положить? Вот как эту площадку. Хорошо, подожди. Давай тогда от противного пойдем. Берем это, отсоединяем. Вот так вот. Отклеили. Хорошо. Теперь давай вот так вот соединим. Оп. Вот. Все, спаяли. О. Теперь тащим эту конструкцию. Пойдет, нет? Ну вот, судя по тени, вроде вот так пойдет. Все, мостик сделали. Да. Слушай, ну если бы можно было в пространстве нормально вращать вот эти вот предметы, которые ты взял, тогда бы я бы еще понял, а тут как-то вот странно. То есть их надо сначала, допустим, уронить, если у тебя предмет лежит. Но уронять-то тоже надо чем-то. Так, пускай она пока вот возле стеночки стоит. Прикинь, меня придавит сейчас. Так, это тоже можно схватить. А как их склеить? Точнее, зачем их склеить? Да, если крутишь геймпадом вверх-вниз, как бы вот он, все, он его поднимает, он его опускает.
Ты его выкрутить в положении ты не можешь. Предмет как лежит, так и лежит, по-моему. Вот, кстати. По-моему, что-то нашлось. По вертикали и по горизонтали. Ну, наконец-то. Вот оно что, Михалыч. Вот как его крутить. Оно? Нет, не оно. Есть два крюка. А зачем? Мне второй. Ну, допустим. Приклеил с горем пополам. Может эти два крюка совместить с этой площадкой? И на ней проехаться? Не то. Так, вот как он их соединит между собой? Вот одну склеил. Вторую склеил. Но вообще, по идее, их надо с двух сторон как-то лепить. Может быть... Подожди, а как их вообще тогда оторвать от этих цепей? Спасибо за подсказку. Там он платформа гоняет. Показано, что делать. Сейчас сделаем. Платформа. Потом вот это дело. Схватить. И его повернуть надо. Как-то так. Как-то так. И вот как-то так. Все. Удачно прилепили. Теперь тащим эту конструкцию. Вот так. Все, эй, тихо. Сейчас пароход уйдет без нас. Тут я смотрю, надо техническое какое-нибудь образование. Всевышнее иметь. Всевышнее образование техническое. И тогда ты будешь, наверное, хорошо играть. Вот именно святилище проходить. Чтобы прям конструкции у тебя интересные получались. Ну, фантазия. Фантазия, опять же. В этом плане молодцы. Ты добрался сюда с блеском, пройдя испытание. Мы озарим тебя хранящимся здесь светом, который изгонит зло. Изгонит. Сейчас сердечко одно дадут. Да и все. Ну и плюс способность, конечно.
Частица света. Один из кристаллов, которые помогли заточить и очистить древнее зло, излучает свет непревзойденной чистоты. Что с ним делать? Пусть частица света наделит тебя силой. А я думал, сердца будут добавлять. Они что, эту штуку изменили, что ли? Приземление в воду. Когда нужно спрыгнуть с большой высоты, можно приземлиться в воду, чтобы не получить урон. Ну, понятно. Ты прекрасно справился со всеми трудностями в святилище и восстановил одну способность. Если пройдешь еще 2 святилища, сможешь открыть врата храма времени. Если отметишь меткой отдаленные святилища, то до них будет легче добраться. Нужно просто использовать визор Пураншета. Ну вот одно я вижу. Хорошо. Опа, одно. Давай еще одно. Тут должно быть 3 святилища. Я вот не знаю, учитывать то, что я только что прошел или нет. Второе святилище. Не знаю, я больше не вижу ни одного. Скорее всего, с учетом того, что я одно прошел, еще 2 осталось. Вот всегда вот так, типа, если ты территорию открыл, вот здесь вот будет у тебя там, не знаю, 10 святилищ. А то их же потом замучаешься искать, кстати. Ладно. Вот сейчас мы сделаем крюки и сюда проедем, чтобы добраться вон туда. Потом в зимний биом уже полезем. Как спуститься-то? О, водичка. Йоу, Джеронимо. Что за звуки? Как будто что-то нехорошее. Может, это в колокол кто-то звонит. Так, закрепляем результат. Тихо, вот это берем. Причем этот крюк можно вообще как угодно поставить. Можно хоть 10 крюков налепить. Проблема только это все дело как-то ровно поставить. Лепится, не? Ну такое. Идет кривенько. Так, давай как-то его поровнее, что ли, сделаем. Так, мужик, стой, не то. Он постоянно замахивается. Так можно и хорошее оружие потерять, кстати. Так, вот это.
Открывайся. Пока не очень хорошо, как понятно. Во. Все нормально. Этим делом мы уже потом научимся, короче говоря, как нормально в пространстве предметы крутить. Не вижу. О, нормально. Сейчас поедем, да? Оп. Ну, забавно они придумали то, что можно там просто все что угодно к всему что угодно прилепить. И потом просто что-то с этим сделать. Хочешь корабль, хочешь какой-нибудь многолет. О, топорик. Сейчас мы его подберем. Камни топор. В сумке нет места. Да ладно. Так, давай что-нибудь выкинем тогда. Я бы вот этот меч, наверное, Всевышний выкинул. Но его бросить нельзя. Какая палка у нас не мерцает? Вот это не мигает. Всё. Как будто он из жопы у него вывалился. Камни топор. Я так полагаю, что нам сейчас будут объяснять, как средства передвижения делать. Но в смысле, допустим, мне сейчас, наверное, научат какой-нибудь корабль там срубить или еще что-то такое. Не зря тут бревна и парусник стоит. Дровишки. Походная вязанка дров. Из них можно развести костер, если, конечно, у вас есть их чем поджечь. Но тут, если нечем поджечь, ждем, пока не наступит гроза. Да, он тут, наверное, очень долго будет рубить. Не отрывать взгляд, стоять прямо напротив. Простите, я был слишком сосредоточен на заготовке бревен. Вы тоже пришли рубить деревья? Да, рубить деревья на бревна. Бревна можно соединять для создания различных конструкций, а можно просто поколоть на дрова. Применений много, вот почему я каждый день здесь и занимаюсь рубкой. Должен признаться, мне нелегко рубить деревья так, чтобы они падали именно в заданном направлении. Я и не заметил, как вслух говорил, не отводить взгляд от дерева, стоять прямо напротив. Ой, простите, я, наверное, уже утомил вас. Там есть лишний топор, если хотите рубить деревья, можете взять его себе. Спасибо, я уже взял. Можно просто, в принципе, соединить два бревна и по ним пробежаться. Как бы и все. Ну-ка, мэн, ты мне что скажешь? Надо же, они до сих пор трудятся. Изначально они были созданы, чтобы помогать нам в разной работе. Мы все их очень любили. Я не думал, что они до сих пор продолжают работать. Знаешь, мне даже приятно видеть, что они и без нас трудятся, как ни в чем не бывало. Ну, примерно так у нас будут выглядеть плавсредства. Ну, вообще, там, смотря просто что сделаешь из них. Ну, определенно сейчас будем просто два бревна соединим, вот и все. Слушай, а вот этот энергозар, а может быть это и есть как бы источник энергии? Ну типа как топливо. Допустим, строишь конструкцию, и в центр этой конструкции куда-нибудь помещаешь вот этот вот энергозар, допустим.
И вжух у тебя бензин, короче. Ну, чуть ли не вечный двигатель. Как вариант. Так, может наверх шастать? Оп. Оп, оп, оп. Ничего тут особо, наверное, нету. Я бы заметил. Ладно, пошли бревна соединять. А прям красивый какой-нибудь парусник, интересно, можно построить? Или тут только примитивные конструкции можно делать? Так, давай-ка мы его оттащим на середину. Так. Тут толстоватое бревно. Ну да ладно. Прилепили. В принципе-то тут у меня при всем желании еще кроме моста из бревен-то и не получится. Единственное, что его можно укрепить. Ну, типа сделать его широким. Вот типа того. Я топор уже забрал. У меня второй не влезет. Типа можно деревья нарубить, как бы, и сделать этот мост еще шире. Ну и все. Пока, в принципе, да, но в духе Nintendo тебе лишнего ничего не дают, чтобы ты тут это мозги не делал себе. Но и тем не менее тебя как бы тоже закрепляют механики. Потом он в открытый мир выкинут, потом там уже делай, что хочешь. Примерно так. Не совсем видно, что впереди творится. Но я думаю, положу. Вот так. Оп. Какой мудак тут дырок нарезал, а? Жопошники. Короче, пошли. Могли бы без дырок сделать. Сейчас глянем, что вот это за платформы, только надо топор убрать. То можно очень быстро без него остаться. Хотя, в принципе, если у тебя есть меч, то ты также можешь рубить эти деревья мечом. Ничего страшного в этом нет. Что это такое вообще? Ебать, Тулюся. Короче, он двигает платформу, да? Понял, принял. Так, подожди. Чтобы добраться до святилища, мне нужно 3 платформы поставить в ряд. Давай мы сначала там от товарищей всех раскидаем. А, это дворецкий. Я думал, там 2 чела стоит каких-то. Что надо? Тихо, я охочусь. Именно, я охочусь на дичь, обитающие в этом лесу. Кажется, это наша первая встреча. Возможно, вы уже знаете, что одна из задач големов — давать информацию жителям Хайрула. Вы можете говорить с другими големами, они ответят на любой ваш вопрос. А теперь вы хотите узнать об охоте, вы можете охотиться на разную дичь, например, ту, что обитает в этом лесу. Ведь дичь очень питательна для органических форм жизни. Однако она также невероятно пуглива. Нельзя шуметь, ну, пригнувшись, ну, понятно. Все, бла-бла-бла, все, отвали от меня. Сейчас мы будем охотиться, только я это посмотрю, что тут есть рядышком.
Слава богу, стрел нашел. Ну да. Охотник. Свистит что-то. Я так понял, то, что металлическая палка в любом случае никогда не разобьет дерево. Ну, типа, хоть застучись. Там есть что? А багажка пустые. Ну, мы сейчас эти платформы потащим, причем, походу, все. Там зеленый гриб еще, яблоки. Мы сейчас все платформы потащим, чтобы добраться до святилища. Кстати, мужик же там охотился, вот точно, у него же там этот лук есть. Выбор лука, ну это понятно. Стрелы еще десяток. Ладно, давай попробуем поохотиться. Ну да, ты в очко себе свистни, придурок, ты что делаешь-то? Как менять оружие-то? Фью-фью. Какие-то же должны быть... Не то. Какие-то же должны быть кнопки удерживания. А вот он, точно. Я забыл. Так, давай без гироскопа целиться. Не попал. Где стрела? Пожалуй, я отключу этот гироскоп. То сейчас всех пеликанов скорее распугаем. Дерганая немного тогда получается прицел. Хотя, может быть, придрочиться и получится. Хер его знает. Будем по старинке, короче. Эй, он же только что тут был. Я прям как Элой. Мне только башку надо в рыжий выкрасить. Ну чё, где все пеликаны-то? Они куда-то рассосались. Но они две штуки бегают по острову, но только где? О, вот он стоит. Точно, надо же подкрадываться. Он еще живой. А ты падла. Короче, две стрелы на него надо. И тут сразу же тебе любезно предоставили казан. Или что там, костер. Но дело в том, что я пока лучше поэкономлю. Пускай мясо у меня будет. Я потом его с чем-нибудь еще соединю. Казан найду и нормальную еду сготовлю. Надо второго бабуина поймать. Где он? Вон он. Там вот даже парочку. Наверное, не очень будет, да, логично брать его и вылезать с воды, как Рэмбо, короче, и стрелять по нему. Давай попробуем подплыть и сзади их грохнуть. Кстати, возможно, вот здесь вот на камне еще корок тусуется. Или вон там цветок. Слушай, а тут много этих. Вон дичь тоже плавает. Тут на охоту на одну еще до этого. О, я же говорю, корок.
Ага. Можно только охотой часами заниматься. Все, пойдем дальше. Сейчас попробуем его в башку стрельнуть сразу же, если найду еще. Тихо. Светлячок. Светлячок. Я помню, в первой части были квесты, где нужно было светлячков ловить. А, как долго крутится. Прям Робин Гуд. По-моему, если ты первый раз... Ну, короче, главное удачно еще попасть. Сейчас мы кузнечика заберем. Оп, бодрый сверчок. Тут вся жирность вообще, по идее, пойдет. Она как бы нужна каждая. Каждая букашка. Просто чтобы потом по квесту не собирать, допустим. Ладно. Не будем отвлекаться на светлячков этих. Может, рыбу попробовать поймать? Или что это, лягушка? Ну, иди сюда. Опа. Плыла кверху брюшка. Лягушек тоже можно готовить. Куда там птицы побежали все? А, вот еще один. Давай, давай, успокаивайся. Но я думаю, это еще не самые быстрые животные. Что такое? Там, по-моему, стрела была. В общем, последнего пеликана я ловлю. И все. Бодролук. Вот, и потом мясо с луком и чем-нибудь, и с грибами еще забацаем. Будет похлебка балдежная вообще. Жалко, туда светлячков нельзя кинуть. Для наваристости. Вон еще туда можно сходить. Где эти какого? Животные-то все. Ну так, чтобы хотя бы на несколько блюд хватило. Вот он. Очень вовремя он нашелся. Оп, остановился. Тихо, тихо, тихо. Прямо ему в башку прям. Деревянный лук вот-вот сломается. Но у меня второй, конечно, есть. В общем, с одного пеликана 2 куска мяса. Нужно стрел очень много выходит. Так, там где-то у нас
были возле костра. Каких-то там два этих. Где он, костер-то у них был? Да, присаживайся. Ладно. Лучка сейчас. Оп. Зацепим. Да и яблок нахватим, чего греха таить. Вот, зеленые, кстати, грибы. У меня таких вот еще не собирал. Бодренок. Полный энергии природы. Блюда из него мгновенно восстанавливают силы. Ну, в принципе-то он ничем не отличается от обычного гриба. Так, давай-ка по-тихому. Я не знаю, он меня увидит, нет? Да не труси башкой. Только в жопу попал. Да все, он сейчас свалит. Но я хотя бы вон нашел этих вот ребят. Ну-ка, иди-ка сюда. О. Вот о чем я и говорил, то что он свистит постоянно. Зачем он свистит после смены оружия? А как бы в менюху неохота всегда заходить, чтобы оружие менять. Ржавый щит, хорошо. Ну ладно. Кстати. Вот тут стрелы-то. Оставляют стрелы, не? Я понял. Так, надо какую-то палку поменять, да? Ну, жалко то, что не все стрелы можно с него собрать. Ну-ка, попаду, нет? Эй. Ладно. Ну, я как бы попал, но все равно. Надо чуть выше взять. Готово. Тут пока эту площадь, короче, не зачистишь, тебе сундук не открывается. Такие дела. Теперь у меня 3 лука. Отлично. Денег бы побольше. Они потом пригодятся. Почему топор светится? Ну, опять опал, короче, да. Платформы вот до этого святилища не нужны.
И мы сейчас через низ пойдем. Давай я меточку поставлю. Ну вот так. Примерно же, да? Как там карта? Вот. Так, давай еще хотелось бы обойти тут немножко посмотреть. Вот там наверху вроде, да? Какие-то были ящики. Вон ящики тоже. Буду сверчок. А я его не собрал. Вон там кто такой? Я хочу к другу. И к нему тоже надо. Давай сначала ящики, потому что в ящиках стрелы, как правило. Я тут так что-то на стрелах потратился. Что надо? Он готовит. Ну он, в принципе, полностью. Ну да, он меня учит опять тому же самому. Да все, отвали. Мужик, отвали. Он сейчас пока мне все не выдаст, то что знает, он не закончит. Давай, наверное, сразу же и приготовим, да? Так. Это берем. Это. И вот это. И жука еще. Надеюсь, это какой-нибудь жесть не получится, с которой можно пропоноситься. Сомнительное блюдо. Это сомнительное блюдо, к сожалению. Но это из-за жука. Чуть он там что-то 5 сердец, что ли, прибавляет или больше. Ладно. Мясо дело хорошее, короче говоря, но даже мне с 3 сердцами его еще рановато трескать. Что с этими кристаллами делать? Может, потом покажет, что как с ними обращаться. Куда-то я еще хотел забегать. Тут просто столько всяких активностей, интересных мест, что прям хочется везде залезть. И как бы же, ну, ты же не просто так тоже все собираешь. Это же все пригодится.
Нет, я разобьюсь. Ладно, пойдем, короче говоря, мы на эти, как его... Где у меня тут метки были? Сначала вот к тому подойдем, спросим, что он хочет. Потом пойдем вниз, если что. Ну, вообще туда можно съехать на крюке. Можно просто прыгнуть. И вон туда потом. Я, говорит, хочу к другу. К другу, который вон там находится. Да нет, тут никого. Возможно, мы сейчас для него что-нибудь сконструируем. Вот незадача, где же теперь мой друг? Что, ты и правда видишь меня? Я Корок, лесной дух, я путешествую вместе со своим другом. Но мы с другом по дороге потеряли друг друга. Ну понятно, не туда. Кажется, он пытается подать дымовой сигнал. Наверное, он уже ждет меня, мне надо быстрее к нему. Но у меня совсем нет сил, чтобы продолжить путь. Кто же знал, что мы с другом друг друга потеряем? Но он повторяет то же самое. Надо что-то сделать для него. По идее, у меня кроме крюка и бревна ничего нету. Нет, сначала к бревну надо его присобачить. Он, интересно, сообразит то, что ему надо это. На бревно-то это. Подожди. Он сообразит то, что ему туда надо запрыгнуть. Я бы лучше, наверное, это вращение сделал бы гироскопом. Ну что, ему упадет такое перемещение средства? У меня нет сил, может ему пинка дать. Вжух. И он укатился. Подожди, мне его поднять, может, можно? Точно. Так, тогда подожди. Тогда мы немножко по-другому сделаем. Сейчас мы чуть-чуть плот поплотнее сделаем. О, балдеж. Для Корока пойдет. Его-то вес по-любому с моим выдержит. Прикрепить, кстати. Ха, мы его приклеим сразу же. Пущай полетает. Оп. Эй, нет, подождите. Чуть не было, не было. Я хочу к другу. Все, привезли. А, ну его надо отсоединить. Вот мы и встретились.
Ты привел моего друга, спасибо. Вот прими от меня это скромное вознаграждение. 2 семечка, кстати. Удачи. Но мне надо будет на этом бревне. Я его, кстати, разбирать не буду. Я сейчас на нем дальше и поеду. Что еще было? А. Мне все равно туда надо вниз. Так, давай-ка сделаем перерыв. 3 минуты. Сейчас я подойду. Давай, перекур. Что хотел? А. Тащим конструкцию. Только не уезжай без меня. Уху. Не знаю, понадобится она мне еще, нет? Да нет, наверное. Мы сейчас какой-нибудь парусник забацаем. Кстати, там парус наверху валялся. Стой, мужик.
палкой оживать будем. Как, кстати, уворачиваться? Толстая палка. На сумке места нет. А мы тогда вот эту и бросим. Дубинка подходящая. Янтарь. Окаменевшая смола очень красивого карамельного цвета. С древних времен она используется для изготовления украшений. Протодим. Камни топор. Я, пожалуй, вот этот топор выкину. Возьму свежий. Вот так. Все, у нас больше тут вроде ничего нету. Окей. Может, рыбу грохнуть? Плыла кверху брюшка. Деревянная аравана. Ишь ты. Да тут лосось этот плещется, смотри-ка. Давай его погрохаем. Из рыбы тоже можно много чего приготовить хорошо. Жалко, под водой целиться нельзя. Ну хотя это против физики. Где-то тут еще одна рыба плавала. Вот она. Она с таким всплеском всплывает. Как будто под давлением. Так. Как тут ближе-то до нее? Наверное, вот получится отсюда попасть. Иди-ка сюда. Стрел еще насобираем. Рыба пригодится. Ай, чуть не утонул. А вот мы сейчас плот и сделаем. Вон тут сколько парус. Стоять. Давай вот это мы используем. Желе чуть-чуть. Комок желе, оставшийся от чучу, в таком виде бесполезен, но под воздействием огня, электричества или холода его свойства изменятся. Как интересно они изменятся. Ну, по логике вещей от холода он затвердеет. Все, и палки хана. Ну, в принципе, палок-то полно. Благо, есть их откуда брать. Все там, обрыв? Угу. По прямой пошли плот строить. Можно будет потом попробовать желешку кинуть в костер, посмотреть, что будет. А третье. Есть бревно? Ну, чтобы не рубить его.
Нету. По крайней мере, я пока не вижу. Ладно, давай рубим одно дерево. Это минус топор. Но вон еще один есть. Карокская вайя. Загадочный лист, за которым вполне мог бы быть кто-нибудь прятаться. Имеет ограниченные целебные свойства. Если прикрепить его к палке, получится веер. Но веера я помню. Делал. Хотя, по идее, тут ветра вполне хватает. Все, плод готов. Почти. Короче, я другой топор возьму. Давай, наверное, в середину прям я его ставить не буду. Вот так. Веер, говорит, к палке можно присобачить. Так. Явно не к этой. Нужно обычную палку. По-любому. Только их тут нету. Неохота просто как-то в середине озера застрять. Давай-ка мы все-таки веер сделаем. Ветка. Надеть, взять. Угу, это не так работает. Это надо положить. А мы листик еще бросим. А где он тут? Положить. Так. О. Все, пришпандорили по идее. Не то, блин. Я путаюсь. Так, и потом мы берем вот этот лопух, взять в руки и положить. Теперь берем руку, схватить. Что надо, наверное, учитывать, с какой стороны его крепить. Пойдет.
Почему она как... Вроде... Ну, вроде один предмет. А все равно, ну, не лепится что-то. Непонятно. Ладно, давай мы эту палку выбросим. Топор возьмем. Может, как-то по-другому это лепится. Пока не знаю. Поплыли, короче, святилище. Подождите меня. Оп, все. Ветер по-любому должен гнать меня туда. Как соединять палки-то, чтобы у тебя веер получился? Может быть, именно палка нужна, а не веер? Ой, точнее, ветка. Ну, типа длинный шест нужен. Так что, чтобы плот далеко не уплыл, я его вот сюда брошу. Сейчас я попробую еще одну. Хотя, подожди, у меня же есть палка одна. Длинная палка. И просто палка. Сейчас попробуем. Так. Не то. Теперь. Ну что, получился веер? Нет. Какой именно палки его тогда крепить, чтобы веер получался, я не пойму. Короче, в жопу. Пока это не особо надо, но все равно этому как-то надо обучиться. Еще уклоняться надо учиться. Давай мы, наверное, это выбросим. Берем вот эту палку. Кстати, они уже поюзанные. Ладно. И там пещера, кстати. Там война с желешками идет.
Вообще всех размотал. Длинная палка опять. Ну вот эту бросим. Это возьмем. Надо какую-то поменять. Камни секира, кстати. Ладно. Как веер, интересно, все равно делать. Ну, блин, что-то мне до меня не доходит. Ни хрена у него. Что это, транспарант какой-то? Стоять. Похуй ему, дубиная просто. Штука медленная, но забавная. Еще и горит. Эй, тихо, блин. У него транспарант этот горел, я хотел его подобрать. Вот это что за палка? Так, давай попробуем ее выбросить. Так. Потом. Где это? Положить. Потом лепим одно с другим. Все равно что-то не то. Ладно, я потом посмотрю, как это все-таки делается. Пока вот реально непонятно. Ну пойдем в сундук, посмотрим, что там есть. Потом можно в пещеру заглянуть. Тут активности просто каждые 2 минуты, я не знаю, можно находить. Что это? Големорезак. Палка из обычной ветки дерева. Сучки обломаны, чтобы проще было держать. Неплохо сбалансировано, в случае чего можно использовать в качестве оружия. Он короткий, но у него урон большой. На 7 аж. Выкинем длинную трость, когда. Ничего, когда-нибудь я научусь веер делать. Открытие. Припрудная пещера. Тоже что-то интересное. Семечко фонариса. Семечко цветка фонариса, которые можно встретить в пещерах и колодцах. От удара тут же прорастает, распускается цветок, который немного светится. И все, его больше нельзя взять. Из этих... из них можно делать эти какого... Типа что-то вроде факелов. Следующий.
Глаз куса, но это я уже собирал. Иногда по квесту эти вещи тоже нужны. Вот это что? Камни секира попробовать. Чем тут разбить-то желательно его? Так попробовать. Кирка нужна. И так сойдет. Это животное новое. Так, кстати, давай что-нибудь сожрем. Сейчас Линк передрищится от этого сомнительного хрючего. Нет, живой еще. Меня эти пузыри будут тормозить, кстати. Я не знаю, он злой или нет. Ну, как бы, что это за чудик? Чудо семечко Фонариса. Это семечко Фонариса много лет вызревало в пещере. От удара оно немедленно прорастет. Появится большой, ярко светящийся цветок. Ну, тут надо знать рецепты. Так, мэн, тебя бить или что? Как-то он не очень агрессивного похож. Ну-ка, бульбы пускает и все. И как по нему урон не проходит. Кремень. Искру можно высечь. Вот и нашли, чем костер разжигать. По-моему, кремень в первой части и так собирался. А вот в таких камнях был всякий янтарь, каменная соль, кстати. Кристаллизированная соль древнего океана в таком виде несъедобна. Универсальная приправа. Можно представить себе блюдо без соли. Так она же несъедобна. Причем тут блюдо? Может долбануть в него? О, я выключил. И все. А с него что-то выпало. Зайчик от него убежал. И выпала какая-то дичь. Дар пещерной пипы. Пещерная пипа. Загадочный кристалл, оставленный пещерной пипой, слегка светится синим. Если долго на него смотреть, захочется найти побольше таких же. Пипы выпало что-то полезное. Подожди. Не то. Как бы оружие менять? Без палева. Ага. Кажется, я понял. Ну все, конец пещеры. И вон выход куда-то еще. Что-то одежды никакого, нагрудника не дает. Во, наконец, старая короткая тога. Вот и одеждой обзавелись. И теперь на грека похож. Мы сюда, наверное, пожалуй, позже пойдем. Пошли проходить, короче, этот святилище. А потом с этого будем как-то наверх забираться на самый. Возможно, там в святилище еще что-то дадут. Ну, какую-то
способность. Возможно, несколько святилищ надо пройти, получить способность, и потом уже тебе будут выдавать здоровье. Интересно, тут есть такое событие, как Кровавая Луна? Когда прям все оживают. Камень как-то подозрительно лежит. Ну-ка, давай. Не. Подожди, там, по-моему, сундук, что ли? А, нет. Ты добрался. Протяни правую руку. Да, еще одна способность. Чаромонтаж. Функция, позволяющая прикрепить предмет к используемому оружию или щиту. Чтобы создать новое снаряжение, предмет можно и отсоединить, но он будет разрушен. Вот, короче, как у нас делается этот веер. Чаромонтаж. С ее помощью можно увеличить мощь оружия или щита, прикрепив к нему предмет. Впереди будет меч. Возьми его, а затем примени к нему силу. Примени чаромонтаж так, чтобы добраться до конца святилища, и он перейдет к тебе. Угу. Подожди, чаромонтаж. А у меня и палки с собой нет. Назло. А что, мне надо будет меч скрестить с камнем, что ли? Угу. Я что, щит с мечом скрестил? Я яблоко пришпандорил к стреле. Так, это все странно, конечно. Как щит-то в руки взять, что-то я не пойму. Не то. Сейчас, подожди. Надо управление глянуть. Ультра рука, движение, смена экипировки.
Ну, прикрепил я меч к щиту, а толку-то? О. Что-то в этом роде. Вот, ржавый меч. Ржавый клейморозослон. Я камень насадил на меч. За жесть. А, ну понятно. Я понял, как это работает. Слушай, забавно. То есть таким макаром ты усиливаешь любую функцию оружия. Только смотря, что ты будешь напяливать. Первая способность тебе дали, чтобы делать средства для передвижения, а вторые, чтобы драться. Чтобы разное оружие делать. Огнефрукт. При повреждении раскаляется в составе блюда, он стимулирует мышцы, позволяя выполнять мощные приемы. Для эффекта блюда с ним надо съесть на жаре. Берем, конечно. Тут любезно лежат стрелы. Угу. Чтобы ты стрелял, короче, огнем, точнее огнефруктами вот этими. Вот туда. Понял. Надо только вот это, наверное, недоразумение со щитом выкинуть. Демонтировать можно. Но тогда я без клеймора остался, да? Угу. Ну, кстати, не шибко прям урон этот увеличивается, если ты, допустим, на камень, как на чупа-чупс, оденешь на меч, оденешь камень. Прикрепить предмет. Стоять не тот предмет. Где этот огнефрукт? Вот он. То есть раньше у нас были огненные стрелы, теперь вместо этого дали тебе, короче, разного вида фрукты, и ты их можешь насаживать на обычные стрелы. То есть раньше в первой части ты стрелы разные покупал со взрывчаткой там и так далее, а сейчас у тебя просто будет разного вида фрукты, которые разные по характеристикам. Понятно. Ну, не думаю, что прям большая разновидность в этом плане фруктов будет. Ну, может быть, даже не только фруктов. Можно вот, допустим, солью стрельнуть прям на этот, надеть его на стрелу и выстрелить солью или глазом там. Можно чего угодно, короче, из этого всего напялить на стрелу. Но вот эти вот рога, кстати, будут много урона, я думаю, наносить. Да-да. Слушай, ну, богатая площадка для фантазии в этом плане. Можно просто сделать любой, какой хоть тебе, ну, конечно, смотря какие есть предметы, можно сделать любой транспорт, и смотря какие предметы есть в инвентаре, можно сделать себе подходящие... Ой, это босс. У него тоже чупа-чупс каменный. Иди сюда. Как интересно уворачиваться.
Что-то насчет боя они не совсем объяснили, как воротом пользоваться. Все, хана, Клеймора нету. Ну, подожди. Угу, все собрано. Все как бы встало на свои места, но то, что ты поднял эти предметы, это засчиталось. Вопрос только в том, расходуется ли у тебя оружие. Хочу попробовать сейчас разные комбинации во время удара. Валуномолот скоро сломается. Ай-яй-яй. Ржавый меч. Не так кнопка. Да как? Как уворачиваться? Какие-то же прыжки должны быть. Ты же не должен прям в тупую на щит все принимать. Парирование есть. Что, правда, мы кроме щитов ничего сделать не можем ему? Ну как бы, а где увороты? Серьезно, столько механики, нету ни одного уклонения? Это странно. Какой-то должен быть все-таки уворот. Ну-ка, подожди. Прыжок есть. Так он оружие складывает. Удар. Ну, это помещение цели. Он тебе просто камеру в сторону объекта подтягивает и все. Нету ворота, это очень странно. А если у тебя щиты закончатся, что делать? Ай, да подожди ты, не бей меня. Подожди, не бей, дай что попробую. Падла.
Ну, в принципе, а когда еще тренироваться, да? Странно, почему нету... Почему нету ворот? Причем есть парирование щитом. Здорово, Артем. Игра уже тебе прям стала любимой. Она вышла сколько? 5 дней назад. Так, щит. Я забыл, как парирование уже делать. Не то. Тоже не то. О, точно. На А парирование. Ладно, давай пробуем. Я хочу ему парирование бахнуть. Что-то не очень-то парирование. Ай, тихо. Что, у меня оружие забирает? Так, подожди, я еще могу, по-моему, еще один камень насадить. А, нет, уже все. А. Я еще... Падла. Я еще один камень набубенил себе на щит. Давай, ему тоже один удар остался. И мне один. У него лук получше выпал с него. Лук голема. Имеет простую конструкцию, но зато изготовлен из огнестойкого материала, чем выгодно отличается от деревянных аналогов. Отлично. И рог какой-то. Рог в виде волнистого обоюдно острого клинка. Отлично режет. Прикрепить его к оружию, чтобы увеличить силу атаки. Но это с палками их, короче говоря... Скрещать с палками вот эти рога, и у тебя получится копье. Но интересно, конечно, все это дело. Тут просто чуть ли не безграничные практически возможности, если ты можешь одно с другим соединить. На грибов нажремся. Я пока приготовленные не буду ничего есть. Тут вон грибов и так полно. Вон еще перец. Точнее, это не совсем перец, это как же она называется? Огнефрукт. Ну, по мне так просто это перец в оболочке какой-то. Хотя перец тут отдельно как бы он растет. То есть есть конкретно перец, чтобы и стрелять, и готовить. А есть конкретно... Кстати, вот они. Перец есть, чтобы стрелять, а есть, который, чтобы готовить. А есть, который, чтобы... Ну, тот, который стрелять, он и для готовки наверняка тоже подойдет. Так, я все-таки хочу себе веер этот сделать. Вот, взять руки, положить. Серьезно? Веер с шипами? Если есть 3 подходящих ингредиента, то ты можешь
шипы, допустим, накрутить себе еще и на камень. А нет, только один раз можно соединять предметы. Ну-ка, подожди. А если вот это есть, он является объектом. Да, он один, это объект. И из него можно сделать оружие. К примеру, у тебя есть щит. Ну, какой получше? Давай, допустим, вот такой возьмем. Вот такой щит, металлический. Сейчас мы на него накрутим шипы. Вот так вот. И у него сразу плюс 5 становится. Так, теперь веер делаем. Вот тут не совсем понятно. По-моему, мне надо палку в руки взять. У нас же в первой части веер был как оружием считался. Ну, правда, без никакого урона. Хотя подожди. Мы просто берем в руки палку. И у нас получается вот так. Обезьяна взяла в руки палку, и у нее появилось абстрактное мышление. Можно из этого, из большой палки, уже сделать веер. Но он им будет медленно махать. Надо учитывать еще, сколько весит у тебя объект, который ты держишь. Вот давай поэкспериментируем. Выбрасываем палку. Берем длинную. Хотя не важно, по-моему. Ну, я думаю, все-таки разница есть. От длины, наверное, скорость ветра зависит. Так. Не совсем понимаю. Как из этого, как он махать этим будет? Почему он не машет? Ладно, в принципе, все ингредиенты, они на берегу валяются, так что при желании мы потом это все дело обязательно скрафтим. Так, давай еще. Ну так, вот у меня 2 щита с шипами, так что нормально. Надо было палку, да, прикрутить к шипам. Ну ладно. Будет у меня, короче, эти палки чупа-чупсы. Пока что. Ну, главная механика ясна. Понятно, что делать. Кстати, я бы здесь не прошел, если бы у меня, по-моему, только шипы были. Тут надо обязательно камень, чтобы у тебя находился. Механика ясна, как делать тоже понятно. Тут, в принципе, все элементарно. Тут главное, так сказать, фантазия, чтобы не подвела, а сделать можно все что угодно. Ты добрался сюда с блеском, пройдя испытание. Мы озарим тебя охраняющимся здесь светом, который изгонит зло. Интересно, для чего тогда 3-я механика будет? Если у нас первый шарик нам дали, который он для крафта передвижений. Это для крафта оружия. Ой, все, отстаньте. Для чего тогда 3-я будет?
Господин Линк. Я забыл вам кое-что отдать. Поэтому я здесь. Вот, возьмите, пожалуйста. Что это? Это что-то новенькое. Конденсатор. Устройство, полученное от голема, его можно повесить на пояс. Ну, я вижу, что его можно... Куда его можно повесить, это понятно. Для чего он, лучше объяснение. Это конденсатор. Он нужен для инструментов, известных как механизмы Занаи, которые используются в этих землях. Но прямо здесь механизмов Занаи нету, поэтому... Обратитесь к големам на противоположном конце впереди пещеры. Один из них научит вас ими пользоваться. Надеюсь, вы найдете конденсатору отличное применение. Вот теперь, наверное, будут объяснять, для чего я собирал вот эти вот вещи. Рог голема и энергозонар. Я думаю, так. О, да, жучок же, да? Ну-ка, давай жучок соберем. Такие редко, наверное, встречаются. Бодрый жук. Ну, не очень-то он бодрый. Благодаря огромной жизненной энергии этот жук уже живет до 10 лет. Сварив его с органом монстра, вы получите зелье, мгновенно восстанавливающие силы. То есть, допустим, если я кину энергозонар, не точнее, вот, допустим, глаз куса, либо крыло куса и жука, то у меня получится какой-то бодрый напиток, наверное, да? Ну, понятно. Зелья. Разные бафы. Мне туда надо, на самый верх. Сейчас будем думать, как подниматься. Пока они просто ведут за руку, как бы. Можно он плот сколотить, на нем улететь. Надо вообще посмотреть, как, ну, как делать летающие аппараты. О. Вот эти вещи вообще без проблем ломаются, потому что у тебя камень натянут на меч. Мне интересно, подожди. А если вот, допустим, у тебя камень этот сломается, у тебя сразу же оружие сломается? Да, у тебя сразу же ломается все оружие. Ну-ка, подожди, давай дубинку соединим. Камень, толстая палка, допустим. И что получилось? Какая-то бита или что? А, вот. Толстая палка. Это я удачно долбанул. Рубин. Кстати, наверное, и драгоценные камни тоже можно надевать на какие-то предметы ближнего боя. И тогда, наверное, оно шибче выносить будет. Не исключено. С такой дубиной я себя как в аниме чувствую. Так, давай что-нибудь здесь еще посмотрим. О. Вот там в гнезде по-любому что-то есть. Яички пригодятся. Свежая птичья.
Ну, а каменные, естественно, также будут быстро выносить. То есть, если у тебя обычная деревянная палка, то ты этот ящик будешь бить долго. Но если ты на эту деревянную палку напялишь, допустим, какой-то каменный, ну, камень, допустим, то ты можешь уже сделать из этого что-то полезное и, допустим, с одного удара выносить да много чего. Вон камни ломаются. Давай вот мы здесь все пособираем. Плоты в нерабочем состоянии. Мы в тупике, но уже поздно, а значит пора отдыхать. От того, что я буду об этом думать, ничего не изменится. Я буду отдыхать до рассвета. А мне еще тоже до рассвета ждать? Первыми нашими творениями были големы дворецкие, а потом уже мы создали остальных големов для самых разнообразных видов работы. Големов-поваров, големов-плотников, великое множество разновидностей. Однажды они накопили даже больше знаний, чем мы сами, и смогли учить нас новым вещам. Советую тебе с ними побеседовать, думаю, они смогут и тебя многому научить. Так он спать ложится, чему меня научит? Пока максимум, что я могу сделать... О! Вентилятор. Стойте, это нужно самим. Стойте, это нужно нам самим. На себе вы можете взять все, что лежит дальше на берегу. Как тут отдыхать спокойно, когда такое происходит? Сейчас мы сделаем себе не парусник, не плот с этим... Не плот с парусом. Мы сейчас себе сделаем катер. Мне вот только интересно, как можно заряжать этот вентилятор. Сейчас, кильку бахнет. Иди сюда. Оп. Первый и второй. Кстати, надо будет, да, рыбу как-нибудь там нажарить. Скорее всего, когда вот меня сейчас выпустят в открытый мир, тогда уже у меня начнут там святилища, буду проходить, и у меня там будут сердца расти, количество и так далее. Так. Тут у нас есть платформы, но зачем мне туда идти? Я вот ничего полезного там не вижу. Особо. Ну, давай попробуем. Вот это двигаем сюда. Потом. Вот это надо ниже поставить. Не упасть бы еще. По-моему, это максимально, что я могу. А я, интересно, смогу назад-то вернуться? Допустим. Еще дальше надо. По идее, этих... Сколько? 3 платформ мне хватило. Когтями, просто когтями зацепился. Чуть было не было. Так, этот дружок-то злой, я смотрю. У него еще дубина. Ну ничего, у меня тоже есть. Ау. А, у меня же двуручка. Да.
У меня же двуручная еще. Поэтому я не могу держать щит. Вообще можно было не выделываться и просто замочить его стрелами. О, нормально меня сохранили, кстати. Ну и бьет он тоже прилично. Просто сразу минус все здоровье. Падла. Да давай грибы трескать пока что. Их много. Ну да, какой-нибудь предмет прикрепим. Вот. Хочу попробовать. У меня чего там? Вот этих много. Во. Плюс 3 сразу же. К урону. Не очень. Тут дольше крафтить будешь, чем с ним драться. Давай долбанем по нему. Я не понимаю, как уворачиваться. Ну, он, естественно, он тебя достанет. Какой-то, я не знаю, ворот был, я не знаю. Ну как так-то? Почему персонаж у тебя не может никак кувыркаться или еще что-то? Вот я пробую движение и ноль вообще. Давай-ка одноручку мы возьмем, да? И вот так вот. Вот дядька злой, он сейчас меня выносить будет. Ну лук это понятно. Стоять. Вот этот плохой. Вот этот берем. Он себе взял толстопалка-резак, сделал. Давай мы что-нибудь выкинем тоже. Бесполезное. Вот, блин, носись теперь с этим мечом. Куда бы его скинуть? Самое бесполезное пока вот это. Выбрасываем. А толстопалка-резак мы этот возьмем. Лучок, ну как же без него? Камни тут, даже каждый камень теперь неспроста валяется, это просто потенциальное оружие. То есть ты можешь взять и просто кого-нибудь камнем убить. Ну то есть, ну, допустим, камень скрестить с какой-нибудь веткой просто. И этим чупа-чупсом просто заковырять противника. В принципе, с одной стороны, они, получается, таким образом немного упростили прохождение. Наверное. Так, а по ответственному-то он умеет прыгать? Ползать точнее. Нет. И что теперь делать? Я что, сюда зря пришел? Давай платформу тянуть тогда. Отлично. Я не дотягиваюсь.
Я еще поверю то, что я могу отсюда выбраться, но сундук-то как взять? Срубить деревья и сделать подъем. Так и поступим. О, желуди нашлись. Ну, тут, наверное, штуки 4 придется, не меньше делать. Ну давай. Пока соединим, посмотрим, что будет. Сколько надо? Я думаю, 3 дерева хватит. Все, приклеили. Давай еще одно. Скорее на смекалку все это дело. Подожди. Я тут веточку схватил. О, нифига, у него урон 10, то, что я от этого забрал. Слушай, тут надо еще думать, что крафтить. Бездумно чупа-чупсы лепить такое себе, конечно. Ну-ка, стой. А если мы, допустим, на вот эту штуку? Ага. Нет. Голема-резак уже есть скрафченное оружие. Вот так. Все, теперь мы точно эту конструкцию можем поднять и добраться куда мне надо. Чик. И все. Тихо. Ты только не укатывайся никуда. Тут еще надо учитывать такие моменты, как инерция. Угу. Скользко. То есть по скалам он ползает, его это не смущает, а по скользкому бревну ему тяжело пройти. Он соскальзывает. Но вот эта штука тут не зря. Мы сейчас ее туда поставим. Я сейчас еще попробую. Прям с пола запрыгнуть. Но мы, если что, ее вон туда облокотим. Нет, тяжеловато. По-моему, уклон еще больше. Нет. Плохо, что дерево одно. Блин, ну как-то же можно сюда попасть. Так, ладно.
Давай мы тогда сделаем иначе. Мы сделаем его 2. Последнее дерево израсходую, ну а что делать? Слушай, ну листья прям падают хорошо. С листьями проблем нет. Ну теперь-то уж точно не должно быть скользко. Главное, чтобы эта штука вся доставала до нужного момента. Как-то так. Что, кинем? Она достанет, надо просто поровнее поставить, и нормально будет. Тихо. Тяжеловато в пространстве вот это дело, конструкции эти равнять. Вот так. И вот. Вот так. Все, точно. Сейчас по-любому заберемся. А то вообще к гадалке не ходи. Так не зря прям 4 дерева росло. Теперь надо думать, как с этого острова вообще выбраться. Янтарь. Если сделать чаромонтаж, 4 атаки. То есть, если я возьму какую-то палку и сделаю, допустим, ну, сверху этой палки сделаю янтарь, то у меня будет типа очень крутая какая-то палка. Ну, оружие, да? Так, давай думать, короче говоря, как выбраться вообще отсюда. Давай, ушастый, лезь. Конечно, можно было с какими-то конструкциями запариться. Но так вроде норм. Тут дойти-то недалеко. А я вот так пройду. Че время терять конструкции, там двигать. А точнее, вот эти. Как его? Ну, вот эти штуки. Платформы. Я еще здесь заодно посмотрю, что есть. Это какой-то корень дерева, и наверняка туда... Там внутри может быть что-то полезное. Да? Корок там по-любому лежит. Так, тогда давай стреляем, но только прикрепляем предмет, который у нас сжигает траву. Вот так. Огнекруг. Чик. Да, там корок. Чего он не берет? Стоит, что-то дергается. О. Да, я же говорю, тут корок. Ну, семки короткие тоже уже 5 штук, кстати. Пошли, короче говоря, катер делать. На маленьком плоту. Надо какую-нибудь себе это летающую штучку сделать. Чтоб как белка-летяга. Тихо. Тихо.
А давай мы что-нибудь прикрепим. Прям чтобы с одного удара его вынести. Вот примерно вот так. Да ладно, не долетел. То есть у тебя прикрепленным предметом стрела меньше летит. Короче говоря, массу предметов надо тоже учитывать. Ну да. Физика, короче говоря, тут прям это в полном расцвете. Не вижу ни хрена. Попал. -1. Че, побегать еще за мясо? Ну, стрел жалко, конечно. Пока это у меня больше сердечек насобирается, чтобы... Просто если я что-то готовлю из мяса, то оно у меня восполняет минимум 5 штук. Даже просто жареный кусок. Невыгодно, пока мне мясо собирать. Так. Я сейчас себе просто упаду и зубы все повыбиваю. Давай аккуратно. Кстати, а если вот он пока ползет вниз, он может прыгнуть? Ну такое. Кстати, чуть не разбился. Так, давай. Крафтим плот. Все, склеили. Пойдет. Надеюсь, мне парус не нужен какой-нибудь. Че, для прикола 4, наверное, бревнышко, да, бахнуть? Как бы 3 достаточно. Мне тут надо переплыть-то чуть-чуть. Он взял, с этим соединил. Падла. Давай, цепляйся. Все. Теперь, по идее, вот как-то... Его надо подставить просто строго горизонтально, а вертикально. Вот сюда он лепится. Допустим. А если 2 вентилятора сделать спереди и сзади, то он что получается? Сам в себя будет дуть? И тогда вообще никуда не улетим. Тяжеленький. Хоть не разбил. Подожди. Вот надо чаромонтаж. И потом к нему наверняка. Вот это... Нет. Это не так работает. Пойдем узнаем, в принципе. Может, он что расскажет. Когда мы уже сможем переправиться на ту сторону. Если вам нужны механизмы Занаи, можете брать те, что лежат дальше по берегу. Механизмы Занаи. Вы не слышали о них? Без них здесь никак не обойтись. Давайте я объясню. Вот зеленый предмет называется механизм Занаи. Но это вентилятор. Хорошо. В данном случае это пропеллер. Он запускается от удара и создает поток ветра. Как видите, механизмы Занаи очень полезны. Поэтому мы пользуемся разными механизмами Занаи в зависимости от назначения. Для работы с механизмами Занаи требуется энергия. Необходим конденсатор. Объяснение вышло довольно длинное, а плот мы так тебе и не сделали. В общем, механизмы Занаи очень полезны. Используйте воображение, и вы научитесь применять их. А как конденсатор-то этот поставить? Может быть, достаточно просто треснуть по нему?
Так, вот допустим, возьмем какую-нибудь вот такую палку. Балдеж. А как развернуть? Так, стой. У меня батарея-то заканчивается. Как выключить эту дичь? Все? Выключилась. Слушай, у тебя получается батарейка. Она восстанавливается заново. Теперь надо мне просто повернуть как-то его в нужное русло. Хватили. Повернули. Бросаем. Прям как у нас в России. Надо сначала треснуть, короче говоря, чтобы заработало. Так, я попал по нему. Как-то же, наверное, можно этими штуками управлять. Вот его прям прибивает к этому. А вот управление как? А если я схвачу его, допустим? Нет. Так, подожди. Он мне в батарею сажает. Отлепили. По идее, батарея должна быть там в нем. Наверное. Ну, пока хорошо то, что стрел дает вдоволь. Вы направляетесь в эту сторону в такой час. Это труднопроходимая горная дорога. Для такой местности необходима подготовка. Я даю путникам краткий инструктаж по восхождению по таким дорогам. Вы тоже хотите его послушать? Что ж, чтобы покорить эту горную дорогу, нужно обязательно уметь разводить костер. Тогда вы сможете согреться или приготовить себе еду. Ну, разводить костер, ну пусть напомнят, то по идее это кремень и палки. Для разведения костра рекомендую использовать кремень. Положите кремень рядом с вязанкой дров, а затем ударьте по нему металлическим или каменным оружием. Существует и много других способов, но не будем усложнять. То есть, если у тебя там, допустим, пожар где-то, можно просто туда палку зажечь, перетащить эту палку зажженную к дровам, к вязанке дров. Что еще можно? Вот этот стрелу сделать себе огненную, допустим. Ну, понятно, способов много. Ну, готовить не надо. Готовить это, в принципе, тут элементарно. Как и в первой части. Я просто думал, может быть, с разведением костров что-то иначе. Плохо то, что я сейчас иду в зимний биом, не имея теплых вещей. А он как раз отсюда и начинается. Так. Пожалуй, мы на этом будем закругляться. Но через... Сколько? Через час. В общем, в 7 часов. Через час 15 где-то. Запустим тогда еще один стрим. Я пока сохранюсь.
Вот. Будем пока закругляться. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.